В Великобритании мужчина может платить бывшей жене алименты, даже если она живет с другим. И это не какой-то разовый случай, это норма. Когда я переехала в Лондон, я поняла, что отношение к женщине здесь совершенно другое. Здесь никто не оценивает себя через замужество, твою работу и уж тем более внешность. Никому в голову не придет спросить, а почему ты не работаешь и сидишь дома? Или наоборот, а почему ты так много работаешь, тебя что, муж не обеспечивает? Для меня, человека, прожившего 28 лет вообще в другой культуре, это был, честно говоря, шок. Сегодня я расскажу, почему британский муж платит содержание не только ребенку, но и жене. Как так получилось, что дочь казненной женщины стала величайшим монархом в истории? И почему при всем при этом британская женщина работает бесплатно почти 1,5 месяца в году? Давайте начнем с вами с разводов, потому что в этой теме разница в отношении к женщине будет видна сразу. Если вы женщина и вы разводитесь в Великобритании, то никакой финансовой и социальной катастрофы на самом деле с вами не случится. Суд при разделе имущества будет смотреть не только на деньги на счетах, но и на вклад каждого в семью. И домашний труд, ведение хозяйства, уход за детьми признается ровно таким же вкладом, как и зарплата. Если вы, допустим, лет 10 не работали, растили детей, суд это учитывает. Муж не может просто уйти и оставить вас ни с чем. Суд может обязать его платить содержание бывшей супруги, то есть вам, не только на ребенка деньги скидывать. И эти выплаты должны поддерживать тот уровень жизни, к которому вы привыкли в браке. Не прожиточный минимум. Продолжаются эти выплаты до тех пор, пока вы не сможете содержать себя сами, иногда годами, и даже если вы начали жить с новым партнером, выплаты автоматически не прекращаются. Чтобы их остановить, бывшему мужу нужно отдельно идти в суд и доказывать, что обстоятельства изменились. Еще один очень важный пункт – это пенсия. Если муж 20 лет строил свои пенсионные накопления, а жена в это время занималась семьей, то часть его пенсии принадлежит женщине. Это называется pension sharing order. В Британии вообще пенсия очень важный актив, и часто она стоит сразу же по важности после недвижимости. Для сравнения, в России алименты на жену положены только в случаях ее доказанной нетрудоспособности, например, беременность или уход за ребенком до 3 лет. Если женщина 10-15 лет сидела дома с детьми и теперь не может найти работу из-за перерыва в стаже, это будет ее личная проблема. Размер алиментов закрывает просто базовые потребности, а алименты на ребенка составляют 25% дохода на одного ребенка. В среднем по стране это максимум 12-15 тысяч рублей. Прожить на такую сумму нереально. И при таких крошечных выплатах в России 1,5 миллиона злостных неплательщиков. Алименты должны получать 3-2 миллиона детей, а реально получают чуть больше трети. В Великобритании тоже есть неплательщики, их 26%, но есть один нюанс. Тут практически нет так называемых серых зарплат, поэтому гораздо больше детей получают справедливые суммы от отцов. Теперь самая страшная, но очень показательная тема – домашнее насилие. С 2015 года в Великобритании уголовно наказуемое не просто физическое насилие, а вообще любой контроль, в том числе финансовый, психологическое насилие и так далее. Если ваш партнер контролирует ваши финансы, запрещается вам с кем-то видеться, унижает, угрожает, орет, это уголовное преступление, даже если вас при этом пальцем не трогают. Ну а если мужчина ударил женщину, то полиция вообще обязана арестовать его на улице, даже если от женщины не было никакого заявления. Тут, если есть вообще любые признаки насилия, полиция обязана действовать сразу. И дальше такому мужчине может грозить уголовное преследование, запретительный ордер, разные программы по работе с агрессором. Для сравнения, в России в 2017 году побои были декриминализованы, если это первый случай. Ну, то есть, если ты ударил жену в первый раз, то ничего страшного, надержишь штраф. Вот так же примерно, как за неправильную парковку. Друзья, если вам нравится видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк и подпишитесь на канал. Здесь я снимаю про разные социальные парадоксы, про жизнь в эмиграции, вообще про Великобританию. Например, у меня есть видео про классовую систему в Великобритании и про то, почему англичане так любят винтаж. Буду вам очень рада. Так как и почему Великобритания пришла к таким правилам? И есть ли до сих пор что-то, что мешает сказать нам, что здесь женщина реально защищена? Я стою у памятника Милисент Фоссет в Лондоне. Именно она возглавляла движение суфражисток в начале 20 века, и благодаря ей и другим женщинам, таким же, как она, кстати, их портрет есть в основании памятника, в 1918 году у женщин, наконец, появилось избирательное право, но и то только частичное.
полное стало возможным только в 1928 году. Вообще история прав женщины в Великобритании, она соткана из чудовищных противоречий. Великобритания дала миру Джейн Остин, сестер Бронте, Джордж Элиот, Мэри Шелли. Последняя, кстати, написала Франкенштейна в 19 лет. Казалось бы, это страна, где женщины могут и думать, и писать. Но это то, как мы видим это сейчас. Вы знали, что Джейн Остин публиковала свои романы анонимно? Она подписывалась так: «Написано дамой». Сестры Бронте выпустили первые книги под мужскими псевдонимами, потому что то, что было написано женщиной, не воспринималось всерьез. Это касалось и многих других сфер, например, науки. Все это, конечно, не только британская проблема, права женщин ущемлялись везде, по всему миру на протяжении веков. Одна из самых кровавых страниц истории Британии – Генрих VIII и его 6 жен. 2 жен он казнил, с одной развелся. Все потому, что они не могли дать ему то, что он так хотел – сына. Анна Болейн, его вторая жена, была обезглавлена в Тауэре в том числе потому, что родила дочь, а не сына. Но поразительно то, что именно дочь от Анны Болейн, Елизавета I, стала величайшим монархом в истории страны. Она правила Англией почти полвека, победила испанскую армаду, а ее эпоху называют «золотым веком британской культуры». В то же самое время любая замужняя женщина при Елизавете I просто не существовала юридически. Все ее имущество после замужества переходило мужу, дети тоже юридически принадлежали мужу. И даже если женщина что-то сама зарабатывала, деньги эти все равно отходили мужу. Закон, позволивший замужней женщине иметь какое-то имущество, вообще появился намного позже, уже при другой великой королеве Виктории в 1882 году. Каждое изменение было результатом борьбы конкретных людей. Суфражистки приковывали себя к воротам, голодали в тюрьмах. Эмили Дэвидсон бросилась под лошадь короля на скачках в 1913 году и погибла. Я думаю об этом, когда стою здесь, вот рядом с этим памятником, потому что между женщиной юридически не существует и женщина имеет право на пенсию мужа прошло чуть больше 100 лет, и по меркам истории это вот доля секунды буквально. Многие думают, что такая долгая несправедливость связана с физической слабостью женщины и тем, что она рожает детей, и поэтому просто зависима физически. Но это не главная причина. Древние сообщества были намного более равноправными. Антрополог Гэвин Миллер и другие исследователи говорят, что патриархат возник, когда появилась частная собственность. Это примерно 10 тысяч лет назад с переходом к земледелию. Когда появилась собственность, которую надо передавать по наследству, мужчине стало критично знать, что ребенок именно его. И единственный способ это гарантировать – контролировать женщину физически. Так частная собственность породила патриархат. Так как Британия вообще пришла к тому, что права женщин стали не просто красивыми словами, а стали закреплены законом? Помогла на самом деле промышленная революция, потому что в 18-19 веке женщины уже стали вносить очевидный вклад в экономику, работать на заводах, на фабриках, и игнорировать это было уже сложно. Плюс в Великобритании есть уникальная вещь. Вот. Парламент. Здесь не абсолютная монархия. Это институт, куда можно, допустим, подать петицию. И суфражистки этим воспользовались. Что же в этот момент происходило в России? В СССР произошло кое-что парадоксальное. Государство официально освободило женщину, вроде бы, дало ей работу, образование, равные права на бумаге, но при этом феминность стала почти подозрительной. Нельзя было быть слабой, мягкой, нуждаться в защите. Это чересчур буржуазно и несовременно. Советская женщина должна была быть сильной, работящей, несгибаемой. Товарищ – женщина. Образ такой Людмилы Прокофьевны. Результат – женщина взяла на себя все. Она работала как мужчина, тянула дом, воспитывала детей и не имела права быть уязвимой, так как это слабость. В Европе, несмотря на схожие проблемы двойной нагрузки, все было чуть иначе. Феминизм здесь развивался не сверху через государство, а снизу через женские движения. И он боролся не за то, чтобы женщина стала как мужчина, а за право быть собой. Работать или не работать, быть сильной или нуждаться в поддержке, то есть за право выбирать. То есть если отвечать на вопрос, почему в России с правами женщины сейчас все так, как есть, то ответ мы снова найдем в отсутствии гражданского общества и социальных институтов. После распада СССР произошло еще кое-что очень важное. Вернулась православная церковь. И вернулась она с очень конкретной позицией о роли женщины. Главное предназначение женщины – рождение детей и служение семье. Само понятие «домашнее насилие» церковь назвала западной гендерной идеологией. И именно церковь поддержала декриминализацию побоев в семье в 2017 году. Ну давайте откровенно поговорим, все ли так идеально в Великобритании с правами женщин.
И я вам скажу честно, нет. В 2024 году, например, разрыв между зарплатами мужчин и женщин составлял от 7 до 11%. И 78% работодателей честно признавались, что они платят мужчинам больше, чем женщинам. Каждый год 20 ноября наступает такой день, когда остаток года дальше женщина работает вообще за бесплатно. У этого дня даже название есть, называется Equal Pay Day. Пенсионный же разрыв составляет вообще 40%, потому что женщины просто меньше успевают накопить на пенсию, потому что они берут декрет, ухаживают за детьми и так далее. Теперь про детей и карьеру. Стоимость детского сада в Британии одна из самых высоких в мире. В Лондоне, к примеру, полный день в яслях стоит от 1500 до 2000 фунтов в месяц. Для многих семей это больше, чем зарплата одного из родителей. И угадайте, кто чаще уходит с работы или переходит на частичную занятость. 60% работающих матерей говорят, что дети ограничили их карьерные возможности. Но на фоне такой вот несправедливости в Великобритании есть и очень важные инициативы, которые актуальны даже для иммигрантов. Я знаю, что меня смотрят девушки, которые вышли замуж за британцев и переехали по визе партнера, так что вот информация для вас. Самый частый инструмент контроля в абьюзивных отношениях, если речь идет именно об эмиграции, о переезде, это виза. И партнер очень часто говорит, что без меня ты ничего не значишь, тебя отсюда выгонят и депортируют. И вот важно понимать, что если вы переехали именно по супружеской визе, это не так. Есть специальная программа, по ней вы можете получить 3-месячный легальный статус, по которому вам положено и жилье, и льготы. Далее вы можете подать на независимое от вашего мужа резидентство. В качестве доказательства не нужно предъявлять никакие синяки, не дай бог. Достаточно, чтобы какая-то правозащитная организация, чтобы она просто пояснила, что она вам действительно помогает, и вы находитесь в сложной ситуации. Я напомню, что любые угрозы депортации, финансовый контроль – это насилие. И если вы такое испытываете, вы можете обращаться в правозащитные организации, например, в Rights of Women или South Pole Black Sisters. Это бесплатно. Это конфиденциально. Если пытаться подвести итог, в Великобритании, конечно, все далеко от идеала в теме прав женщин. Но на фоне других стран, однако, Британия вырывается вперед. Всемирный экономический форум ежегодно публикует рейтинг гендерного равенства в 148 странах. В 2025 году первые места занимают скандинавские страны, Исландия лидирует уже 16 лет подряд. Британия на 4-м месте. Последние места – Пакистан, Судан, Иран. Россия в этом рейтинге не появляется с 2021 года. По ней просто нет данных. Я родилась и выросла в России. И мне очень интересно сравнивать Великобританию и Россию именно в аспектах отношения к женщинам. И вот что я обнаружила. И там женщины гораздо более образованы, чем мужчины. И большая часть выпускников вузов – это женщины. При этом уже через 2 года после выпуска средняя женщина в России начинает зарабатывать на 30% меньше, чем мужчина. Разница с Великобританией в 3-4 раза и не в пользу России. Но знаете, что самое интересное? В России существует 100 профессий, в которых женщинам просто нельзя работать, законодательно запрещено. Это химическое производство, металлургия, горные работы. А до 2021 года таких профессий было 456. Угадайте, сколько таких профессий в Великобритании? 0. Однажды я сняла видео про свой доход в эмиграции. Там я рассказала про свой бизнес, про маркетинговое агентство. 20 минут я про это рассказывала. И получила такой комментарий, что на самом деле все это вранье. Я на шее у своего мужа нахожусь, и он меня содержит. В Британии представить себе, что кто-то так думает, а уж тем более пишет такой комментарий, высказывается вслух, практически невозможно. И даже если и так, и женщина сидит просто с детьми или вообще просто дома сидит, не работает, этого уже достаточно, она уже сама по себе ценная, и не надо ей заслуживать к себе нормальные отношения. Больше всего меня удручает, что такие комментарии пишут русскоязычные женщины, то есть аналогичные требования они предъявляют и к себе. У меня есть ощущение, что они себя загнали в такую яму недостаточности, в которой постоянно нужно что-то делать, чтобы быть какой-то социально одобряемой, ценной. И жить так, конечно, очень тяжело. Возможности для развития, конечно, в такой системе ценностей, они минимальные, потому что нормальные отношения с миром
и с другими людьми, они начинаются с нормального отношения к себе. Что мне нравится в Великобритании, здесь никого глобально не волнует. Ты содержанка, ты бизнесвумен, ты домохозяйка. Люди сфокусированы, сосредоточены на своей жизни. А вообще оценивать других, давать какую-то оценку, это не норма общения, это дурной тон, так не принято. Когда я начинала готовить видео на эту тему, я думала, я буду много копаться в законодательстве, но на самом деле оказалось, что гораздо важнее, что общество думает о женщине, о ее предназначении, о том, что она должна, что не должна делать. В Британии эта система менялась очень медленно, очень тяжело, и нельзя сказать, что сейчас все до конца идеально. Но разница в том, что здесь есть инструменты для дискуссии, для того, чтобы что-то вообще менять. Очень важно, что в культуре здесь выбор женщины сидеть дома или работать не выносится на общественный суд. Это сугубо личное дело. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, замечали ли вы разницу в отношении к женщине на постсоветском пространстве и в европейских странах. Но если вы замужем за британцем или в отношениях с ним, если вам окей, расскажите, пожалуйста, о своем опыте. Благодарю вас за просмотр. До новых видео. Пока.